Отталкиваясь от того, что только что я услышал, разве в нулевых годах вас можно было бы назвать наивным человеком? Да, определенная наивность она присутствовала. Все-таки, вы знаете, я вот абсолютно искренне вам скажу, даже вот оглядываясь назад, несмотря на то, что я почти 20 лет проработал в органах безопасности и во внешней разведке Советского Союза, несмотря на то, что я позднее был заместителем мэра Петербурга, директором ФСБ, секретарем Совета Безопасности и даже председателем правительства в какой-то начальном этапе, все-таки у меня было наивное представление о том, что весь мир, и прежде всего так называемый, сейчас я говорю абсолютно убежденно, так называемый цивилизованный, понимает, что произошло с Россией, что она совсем стала другой страной, что идеологического противостояния уже нет, а значит нет основы для конфронтации. И если что-то происходит негативного в политике западных стран в отношении России, но в частности, очевидно была поддержка сепаратизма и терроризма на территории России. Я как директор ФСБ это видел. Но я по наивности своей полагал, что это просто инерция мышления и действий. Вот привыкли бороться с Советским Союзом и продолжают. Средний класс такой есть в спецслужбах, в средствах массовой информации. Средний класс какой-то есть в политических элитах, который привык бороться с Советским Союзом. У них специалисты есть по борьбе с Советским Союзом. Их деваться им некуда, они по накатанной действуют и все. Вот я думал, что вот это связано с этим, с инерцией движения. Это было наивное представление о реалиях. А реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза считали, что вот надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим и Россию. Такая все-таки достаточно большая по европейским меркам страна, самой большой территорией в мире и с достаточно большим по сравнению с другими странами Европы населением, в общем, не нужна. Лучше ее, как предлагал известный политический деятель в США, Бжезинский, разделить на 5 частей. И вот эти части отдельно подчинить себе и использовать ресурсы, но исходя из того, что все по отдельности не будет иметь самостоятельного веса, самостоятельного голоса и не будет иметь возможности отстаивать свои национальные интересы так, как это делает единое российское государство. Только позднее ко мне пришло это осознание. И первоначальный подход, он был достаточно наивным.